stage of life. Шрила очень любил рассказывать об этом в своих лекциях и подчеркивал важность духовной практики, практики сознания Кришны с самого раннего начала своей жизни. And that therefore the parents should be in Krishna consciousness when they want to produce a child. Поэтому, когда родители хотят произвести на свет ребенка, они должны быть в сознании Кришны. There is a verse in the Bhagavatam which states that one should not become a guru or a husband or a father or a worshipable demigod if he cannot deliver his offspring from the cycle of birth and death. В Шримад-Бхагаватам говорится, что живое существо не должно становиться ни духовным учителем, ни отцом, ни могущественным полубогом, ни мужем, если он не сможет вернуть своих подопечных, вызволить своих подопечных из круга рождения и смертей в этом материальном мире. And Prabhu said, therefore we also opening gurukulas so that the devotees can send their children for good training in Krishna consciousness. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, мы поэтому открываем гурукулы, чтобы преданные могли отправлять туда своих детей, чтобы они могли получать, обретать сознание Кришны. Anyway, when Hiranyakashipu heard the news of Prahlad's activities, he was very disturbed. Как бы то ни было, когда Хираньякашипу узнал о том, что, чем занимается Прабхава Махарадж, он испытал очень сильное беспокойство. And he called the teachers. What are you teaching him? Он вызвал его учителей и говорит: вы чему моего ребенка учите там? Where has he learned this nonsense? Откуда он узнал всю эту чушь? And the teacher said, no, we don't know where he learned all this. We're teaching him the proper subjects as you desire. Учителя говорят: мы не знаем, откуда он все это взял, мы учим его тем предметам, которым надо, вот всему тому, чего ты хотел, чтобы мы его научили. So again, Prahlad was sent to school, but again the same thing happened. He was teaching his school friends about Krishna. Прабхаву Махараджа отправили обратно в школу, но произошло то же самое, он опять начал обучать своих одноклассников сознанию Кришны. And his father became very angry. Его отец очень разозлился. And he called Prahlad. Он вызвал к себе Прохладу. What is this nonsense that you're teaching your friends? Что это за чушь, которую ты учишь своих друзей? Спросил он. And Prahlad was unafraid. He said, you know, Vishnu is the supreme Lord. Прохлада не испугался, он говорит: ну, ты знаешь, Вишну — это Верховный Господь. We should always chant his name and glorify him. Мы всегда должны воспевать его святое имя, прославлять его. So this was too much for Hiranyakashipu. Это уже было слишком для Хираньякашипу. That Prahlad, his dear son, was glorifying Vishnu, his arch enemy. Что его дорогой сын Прохлада прославляет его архиврага Вишну. So he decided, it's too much. I have to get rid of this child. Он подумал: нет, это слишком, я должен избавиться от этого ребенка. And as we know, he tried to kill Prahlad by various means. И как мы знаем, он пытался убить Прохлада разными способами. But the Lord always protected him. Но Господь всегда его защищал. Tried to throw him in a pot of boiling ghee. Он попытался его бросить в чан с кипящим ghee. No effect. Безрезультатно. Threw him off the cliff from a high cliffs onto sharp rocks below. Бросали его с высокой горы прямо на острые скалы. Lord protected him. Господь его защитил. Threw him under the feet of maddened elephants. Бросали его под ноги обезумевшим слонам. Again, the Lord protected him. Снова Господь его защитил. Threw him into a pit of venomous snakes. Бросали его в яму с ядовитыми змеями. Again, no problem for Prahlad. Опять никаких проблем. He simply relied on the Lord and chanted the holy names of the Lord. Он просто предавался Господу и воспевал его святые имена. He said he attained perfection in that way simply by smaranam, by remembering the Lord in all circumstances. Говорится, что он обрел совершенство просто за счет смараном, за счет того, что он памятовал о Господе во всех обстоятельствах. So Hiranyakashipu was such a powerful demon. He actually defeated Indra and occupied the throne of Indra. А Хираньякашипу, он был таким могущественным демоном, он даже победил Индру и занял его небесный трон.
So how could this small boy defy him in this way? Он думал, как вот этот маленький мальчик может как бы, не дать мне сделать то, что я хочу сделать с ним. And he asked Prahlad, where do you get your power from? И он спросил Прохладу, откуда ты берешь свою силу? From the same place as you, father. Он говорит, из того же места, что и ты, дорогой отец. Where is that? Он говорит, и где оно, это место? From Lord Vishnu. Он говорит, от Господа Вишну. And where is Lord Vishnu? Он говорит, а где Господь Вишну? He is all-pervading, he's in everyone's heart and he's in every atom. Он всепроникающий, он пребывает в каждом живом существе и в каждом атоме. So Hiranyakashipu said, I don't believe you. Хираньяшпу сказал, я тебе не верю. Is he in the pillar here? Он говорит, вот в этой колонне он есть? Yes, father, yes. Он сказал, Прохлад сказал, да, отец. So Hiranyakashipu took his sword and smashed the pillar. Хираньяшпу достал свой меч и разбил вдребезги эту And at колонну. that time the Lord appeared in a most amazing form. И в этот момент Господь явился в своей наиболее изумительной, удивительной форме. Nrисимха-Dev, half man and half lion. Нрисимха-Дев, получеловек, полулев. As mentioned here in the 7th canto, chapter 8. Как здесь говорится, в 7-й песне Шримад Бхагаватам 8 главе, To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial, чтобы доказать, что свидетельство его преданного Прохлада Махараджа соответствовало истине, in other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall, иными словами, доказать, что Господь всепроникающий и пребывает везде, в том числе и даже в колонне в тронном зале, the Supreme Personality of Godhead, Hari, exhibited a wonderful form never seen before. Верховный Господь явил изумительную форму, которую до этого никто не видел. The form was neither that of a man nor that of a lion. Это была форма ни человека и ни льва. Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. Таким образом, Господь явился в своей удивительной форме в зале собраний. And then the Lord proceeded to grasp Hiranyakashipu. Тогда Господь схватил Хираньякшипу, And Hiranyakashipu was amazed. What is this creature, half man and half lion? Хираньякшипу был удивлен, что это за создание такое, получеловек, полулев. Hiranyakashipu studied the form of the Lord, trying to decide who the form of Nrsimha-Dev before him was. Studied, yeah. Хираньякшипу до этого изучал формы Господа, и он пытался понять, что же это за форма такая перед ним. The Lord's form was extremely fearsome because of his angry eyes, which resembled molten gold. Форма Господа была ужасающая. Его глаза были похожи на расплавленное золото. His shining mane, which expanded the dimensions of his fearful face. Его ужасающие когти, которые торчали из его больших кулаков. His deadly teeth. Его смертоносные зубы. And his razor-sharp tongue, which moved about like a dueling sword. И его острый язык, который двигался как меч, которым фехтуют. His ears were erect and motionless. Его уши стояли торчком и не двигались. And his nostrils and gaping mouth appeared like caves of a mountain. А его ноздри и рот были похожи на пещеры в горе. His jaws parted fearfully. Его челюсти открывались и закрывались ужасающим образом. And his entire body touched the sky. И все его тело касалось неба. His neck was short and thick. Его шея была короткой и толстой. His chest broad. Его грудь была широкой. His waist thin. Талия тонкой. And the hairs on his body as white as the rays of the moon. А волоски на его теле были белыми, как луна. His arms, which resembled flanks of soldiers, spread in all directions as he killed the demons, rogues, and atheists with his conch shell, disc, club lotus, and other natural weapons.
Руки Господа, похожие на фаланги воинов, распространялись во все стороны и уничтожали всяких негодяев, ублюдков и прочую нечисть во всех странах света. With his conch shell disc club on both. При помощи его палицы, диска и раковины. Hiranyakashipu thought to himself, Хирanyакашипу подумал про себя. Lord Vishnu, who possesses great mystic power, has made this plan to kill me. Господь Вишну, который обладает великими мистическими силами, придумал этот план, чтобы уничтожить меня. But what is the use of such an attempt? Но зачем такая попытка? Неужели что-то получится из этого? Who can fight with me? Кто может сражаться со мной? Thinking like this and taking up his club, Hiranyakashipu attacked the Lord like an elephant. Думая таким образом, Хирanyакашипу схватил свою палицу и атаковал Господа как слон. Just as a small insect falls forcefully into a fire, Так же, как маленькое насекомое направляется в огонь и прыгает туда, and the insignificant creature becomes invisible. и вот эти незначительные живые существа становятся невидимыми, When Hiranyakashipu attacked the Lord, who was full of effulgence, таким образом Хирanyакашипу атаковал Господа, который был полон сияния, Hiranyakashipu became invisible. Хирanyакашипу стал невидим. This is not at all astonishing, for the Lord is always situated in pure goodness. Это неудивительно, потому что Господь всегда пребывает в чистой благости. So then there was a battle, a great battle. Потом было великое сражение. Just to have some fun, the Lord played with him. Просто чтобы поразвлекаться, Господь немножко с ним сражался, поиграл. Sometimes it seemed Hiranyakashipu was getting the upper hand. И иногда даже казалось, как будто бы Хирanyакашипу вот берет верх. And the demigods also, they were frightened. И полубоги, они тоже так были напуганы. They were encouraging the Lord, please defeat him, defeat him. Они всячески поддерживали с криками Господа: давай, побеждай его, давай. So finally, as a snake captures a mouse, И наконец, так же как змея хватает мышь, or Garuda captures a very venomous snake, или как Гаруда хватает очень ядовитую змею, Lord Nrисимха captured Hiranyakashipu, Господь Нрисимха схватил Хирanyакашипу, who could not be pierced even by the thunderbolt of King Indra. которого не могли пронзить даже молнии Индры. So then Lord Nrисимха placed the demon on his lap. Потом Господь Нрисимха положил демона себе на колени, And in the doorway of the assembly hall, the Lord very easily tore the demon to pieces with the nails of his hand. и, разместившись в дверном проеме зала собраний, Господь с легкостью разорвал демона на куски при помощи своих острых когтей. And put the intestines of the demon around his neck like a garland. И повесил кишки Хирanyакашипу вокруг своей шеи, как гирлянду. So in this way, he maintained the benedictions of Brahma. Таким образом, он сдержал благословения, данные Хирanyакашипу Господом Брахмой. The demon was killed not in the land or the sea or the sky, but on the lap of the Lord. То есть демон был уничтожен ни в небе, ни на земле, ни в море, он был убит на коленях Господа. Not in the daytime or the nighttime, but just at the juncture, at the sandhya, dusk. Это произошло ни днем, ни ночью, это произошло в сумерки. Not inside or outside, but in the doorway. Это произошло ни снаружи, ни внутри, это произошло в дверном проеме. Not by any, man or demigod, but by the Lord Himself. Это совершил не какой-то человек, не демон, не полубог, это совершил сам Господь. So Lord Nrsimha, He is anger of the Lord personified. Господь Нрисимха является олицетворенным гневом Господа. And he was roaring in great anger. И в величайшем гневе он рычал, издавал рев. So all the demigods were very frightened. Все полубоги были крайне напуганы. They didn't know how to pacify the Lord. Они не знали, как же успокоить Господа, умиротворить его. So Lord Brahma, he said, look to Prahlad, he said, it's your father, you should pacify him. Тогда
Господь Брахма сказал Прохладе Махараджу: ну вот смотри, это же твой отец, вот иди его и успокаивай. So Prahlad was unafraid. Прохлад не был напуган. And he went forward. Он выступил вперед. And he prayed to the Lord, please bless me that I can glorify you nicely. И он попросил Господа благословить его, чтобы он смог его должным образом прославить. And then he pronounced many beautiful prayers to the Lord. И потом он произнес много прекрасных молитв, обращенных к Господу. And the Lord became pacified, very peaceful. И тогда Господь стал умиротворен. And took Prahlad on his lap. Взял Прохлада себе на колени. Just like the deity here is of Prahlad Nrисимха. Так же, как в Самарском храме божество Прохлада Нрисимха. Very fortunate to have this nice deity of the Lord and his devotee here. Вам очень повезло, что у вас здесь такое замечательное божество с его преданным. So, Lord Nrsimhadev, he asked Prahlad, what benediction would you like? И тогда Господь спросил Прабхаваду Махараджу: какое благословение ты хочешь? And Prahlad said, for myself, I don't require any benediction. И Прабхавада сказал: для себя мне не нужно никакого благословения. I am your devotee, and that's all I desire, to be able to serve you. Я твой преданный, и все, чего я хочу, это служить тебе. If you desire, please give me some service. Если ты желаешь, пожалуйста, дай мне какое-нибудь служение. But please forgive my father. Но, пожалуйста, прости моего отца for his offenses. за его оскорбление. And I'm concerned about all the conditioned souls suffering in the material world. Меня беспокоят все те обусловленные души, которые страдают в материальном мире. Please deliver them. Пожалуйста, освободи их. So in this way he showed his Vaishnava compassion for the fallen souls. Таким образом, Прабхавада Махарадж проявил свое сострадание ко всем падшим обусловленным душам в материальном мире. This is another point that Prabhupada focuses on a lot in his lectures. Это еще один момент, который Шрила Прабхупада очень часто озвучивал в своих лекциях. That the Vaishnavas, they are paradukha dukhi, they are full of compassion for the suffering living entities in the material world. Что вайшнавы исполнены сострадания ко всем обусловленным падшим душам в материальном мире. So, yes, these are the important points that he stresses from this past time of Prahlad and Nrsimhadev. Именно вот эти вот моменты Шрилапада всегда подчеркивал, рассказывая вот эту историю о Прабхаваде Махараджи и Нрисимха-деве. That one should practice Krishna consciousness from the beginning of life. Что человек должен практиковать сознание Кришны с самого начала своей жизни. That a Vaishnava is always merciful to the fallen souls. Что вайшнавы всегда очень милостивы к обусловленным душам. And the Lord is always the protector of his devotees. И что Господь всегда защищает своих преданных. Shri Shri Prahlad Nrsimha ki jai. Shri Shri Nrsimha-Chaturdashi ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Prabhupada ki jai. Hare Krishna.